Привет! Ты на канале Streamer.ru, игровом канале Nintendo тематики, все про консоли, игры и все, что с этим связано. И сегодняшний ролик посвящен аксессуарам для консоли Nintendo Switch OLED. Много в комментариях мне писали, спрашивали, что за чехол, что это за чехол, что это за коробочка. Сейчас вам все расскажу, а также оставлю ссылки на все это добро и расскажу, где я все это покупал. Ну, консоль Nintendo Switch OLED, как ты знаешь, мне прислала компания Nintendo вместе вот с таким вот чехлом. И первые аксессуары, которые появились у меня для этой консоли, это, собственно, чехол, в котором консоль хранится. Он, по сути, не отличается, по большому счету, ничем от предыдущего чехла лицензионного от Nintendo, кроме как размером он чуть длиннее. Вот, поэтому, если есть Switch OLED и старый чехол, можно запихать свой Switch OLED в старый чехол, новый, в принципе, не покупать. Ну, единственное, что новый чехол отличается дизайном и вот этими вот замочками. Но скажу тебе сразу, что по дизайну решение так себе, потому что белый цвет вот здесь вот он будет пачкаться, потому что у меня есть такой же чехол от консоли Nintendo Switch Lite, и он уже здесь пожелтел, здесь посерел. В общем, белый цвет в плане аксессуаров, особенно в которых ты что-то хранишь, это очень плохое решение. С этим чехлом шло две защитных пленки. Одна защитная пленка на обычный Switch и одна на Switch OLED. И как ты видишь, да, вот у меня пленка наклеена, и есть уже царапина. Вот здесь вот царапина сильно видна, заметно. И где-то вот, и вот здесь вот, видишь, у меня такие вот царапины тоже видны. Поэтому пленка это вообще must have, потому что если пленки не будет, экран будет царапаться. Да, Nintendo говорит то, что, вернее, не говорит, а изначально на Switch OLED есть пленка сразу заводская, да, но она тонкая, и поверх нее лучше что-то наклеить, потому что если та пленка поцарапается, и ты ее снимешь, а Nintendo не рекомендует снимать эту пленку, то, скорее всего, у тебя возникнут проблемы с каким-то самим экраном. Экран и вся вот эта часть, она сделана не из пластика, а из стекла. Поэтому, если ты хочешь, чтобы все у тебя было красиво, сочно, мощно, фантастически, без царапин, клей на защитную пленку, которая изначально стоит от Nintendo, защитную пленку, которая либо из этого комплекта, либо купи какую-то другую. Это прям must-have. Что еще я использую в плане защиты? Как ты видишь, на стиках у меня такие вот накладочки. Эти накладки у меня давно, я покупал их еще для обычного свитча. Они, в принципе, удобны тем, что сохраняют твои стики от стирания, да, ну и в целом дают им больший объем, потому что стики здесь не очень большие на Nintendo Switch, и некоторым людям не очень удобно из-за того, что пальцы большие. В общем, маленькие стики это не всегда удобно в плане игры. У меня есть Crystal кейс, который также я заказал недавно на AliExpress. Ссылку я на него оставлю. Кейс стоил недорого, защищает он помимо консоли, да, еще и джойконы. То есть вот эта часть, она вот так просто снимается, отщелкивается, надевается также просто. Снизу для стенда сделано специально окошечко, которое также открывается, и спокойно ставится подставочка. Вот так вот дело все выглядит, все прекрасно работает. Также все прекрасно защелкивается. И также джойконы надежно защищены со всех сторон. Как с задней части, так и с передней части. Переднюю накладку, кстати, можно снять, кому неудобно, когда клавиши не упирают, а такие они внутри получаются. То есть эту накладочку можно легко вот так вот снять, и будет защищена только задняя часть, и здесь будет полноценный доступ к кнопкам и к стику. Также с этим Crystal кейсом китайцы прислали мне дополнительные накладки на стики. Я, конечно, не знаю, был ли это бонус за массовый заказ, либо эти накладки были изначально, я не заметил. В общем, вот такие вот накладочки на стики они в комплекте положили. Они более удобные, чем вот эти, потому что более такие большие. И из-за того, что они не гладкие, а имеют такую текстуру, их нажимать очень удобно. И они вообще очень подходят, эти накладки, в консоли Nintendo Switch Fortnite Edition Wildcat Bundle, потому что как бы лапки с кошечками, там вроде розовая и синяя цветовая палитра была у этих кошек, поэтому вот эти накладки прям на эту консоль легли идеально, а эта консоль легла идеально в чехол и лежит у меня теперь на полке, потому что я играю только в Switch OLED. Аксессуар этот я заказывал в магазине вместе вот с этими аксессуарами. Но эти аксессуары основного прямого отношения к Nintendo Switch OLED не имеют, они имеют отношение к картриджам. Эти боксы такие вот прикольные, защитные, именно для картриджей.
Они достаточно ударопрочные и плотные, и на магнитной защелке. И вот здесь я храню свою коллекцию. Ну, не всю коллекцию, а только часть коллекции, те картриджи, которые у меня открыты. Я решил из коробки вытащить их сюда, потому что доставать удобнее. Вот так это все дело выглядит. Это силикон. То есть, когда картридж вытаскиваете и вставляете обратно, он не царапается, ничего с ним не происходит. Выглядит очень прикольно. Этот кейс на 24 картриджа. Также я себе заказал кейс на 48 картриджей. Вернее, как? Нет, было не так. Я сказал себе 3 кейса на 48 картриджей. Вот таких вот 3 бутерброда. Китайцы мне прислали один полноценный большой кейс, да, на 48, как я и просил. И прислали 2 вот таких на 24. Я написал им: ребята, вы прислали не то. Что делать? Они написали то, что открывай спор, пиши о том, что тебе деньги вернули, мы тебе вернем деньги. Я так и сделал на Алиэкспрессе, написал то, что там это прислали не то, приложил фотографию, и мне буквально через 2 дня компенсировали там те деньги, которые за это дело заплатил. По ценам я уже не помню, но, скорее всего, чехол на 48 стоил порядка 800 или 700 рублей. Вот такая вот штука на 48 картриджей. Если посмотрите в России, стоят они намного дороже. А на 24 картриджа у них стоило, не знаю, рублей 400, по-моему, либо 500. Ну, ссылки я в любом случае оставлю на все вот эти аксессуары, где я покупал. И если хотите, можете себе заказать. Так же, как я использовал, так я продолжаю использовать данный стенд для консоли Nintendo Switch OLED. Несмотря на то, что у консоли Nintendo Switch OLED появилась прекрасная подставка сзади, этот стенд я все равно использую для своих видосов. Либо иногда просто так вот на полку ставлю консоль, и она там удобно стоит, плюс можно зарядку протянуть и так вот заряжать, чтобы не вставлять в док-станцию. Помимо этого стенда, я его покупал давно еще, рассказывал тебе об этом давно еще в начале этого года. Покупал я его в мире Nintendo, сейчас уже, к сожалению, мир Nintendo сдулся как магазин, да, и там мало чего есть интересного. Вот, но такие стенды продаются в других магазинах, на Амазоне можешь купить, на Алиэкспрессе можешь купить, на Озоне, в общем, они есть везде. Это от компании Hori, выпускает по лицензии Nintendo. Также такой же стенд я себе заказал совсем недавно с PlayAsia, он посвящен Splatoon, и у него белый цвет, такие прикольные арты. Ну, в общем, я сюда вставлю картинку, и увидишь, какой он классный, красивый. Когда он ко мне приедет, я тебе его обязательно покажу. В целом, из аксессуаров, которые я использую для консоли Nintendo Switch, либо консоли Nintendo Switch OLED, это как бы все. То есть больше чего-то я покупать не планирую. То есть это основной набор, который помогает мне хранить консоль в надлежащем качестве, состоянии. Я уверен, что консоль у меня теперь полностью защищена, и я за нее не переживаю. Ну, естественно, забыл тебе сказать про карту памяти, которая, конечно же, стоит в консоли, но какой смысл говорить про карту памяти, когда ты и так все про нее знаешь, то, что хочешь память увеличить, ставь карту памяти. У меня, кстати, карта памяти стоит на 128 гигабайт, и мне этого абсолютно хватает, потому что у меня 99,9% коллекции на картриджах. Есть у меня также еще скачанные игры, но они занимают не так много места, поэтому памяти встроенной и карточки памяти на 128 гигабайт мне абсолютно хватает. Ну и бонусом расскажу тебе про то, в чем я храню свои картриджи. Ты уже много раз видел данного вида коробку. Много раз меня спрашивали, где такую купить. Я всегда отвечаю людям в Инстаграме, когда они мне пишут, либо ВКонтакте. Ссылку я никогда на Ютубе не оставляю. Вот, но сейчас вот оставлю, чтобы все знали, где это дело можно купить. Это защитный такой чехол для картриджа. Продаются они в разобранном виде, их нужно собирать самому, но это несложно. Также они изначально имеют такую защитную пленку завода, поэтому когда ты снимаешь, они прям абсолютно глянцевые, классные, фантастические. Вот, этот кейс нужен для того, чтобы хранить твои картриджи на полке, если они у тебя открыты. Также можно закрытые картриджи хранить на полке в таком вот виде. Плюс в том, что когда карик, допустим, падает, да, у тебя, то ты за него вообще не переживаешь. Он тебя не откроется, не разобьется и ничего с коробкой не случится. Поэтому, если хочешь, чтобы твои картриджи хранились долго, на них не попадала влага, грязь, они не заляпались, не царапались, то такое вот решение оптимально. Стоит 50 штучек таких чехлов, по-моему, 3500, иногда у них бывают скидки, там по 3200 они бывают. Также они продают по 25 штук, по 10 штук и поштучно. Поштучно стоит дорого, поштучно такой бокс один стоит порядка там 150 рублей, по-моему, даже дороже. Вот, ну ссылку я оставлю на продавца, посмотришь. Еще у этого продавца есть различные другие чехлы для других разных картриджей и также для других разных дисков.
Для консоли также, по-моему, чехлы у нее есть. То есть там можно найти все для защиты твоей коллекции. Если хочешь купить защиту просто для своих кариков, чтобы их хранить в таком виде, и хочешь купить данный Crystal Case, ссылку на продавца я тоже оставлю. Это все можно купить у одного продавца, и доставка у него бесплатная, так же, как у продавца, который продает данные чехлы. Надеюсь, ролик тебе понравился. Ты получил исчерпывающую информацию о том, как можно хранить свою консоль Nintendo Switch и свои картриджи безопасно. Я с тобой на этом прощаюсь. Ты был на канале Streamerl. Пока и до новых встреч.